Друзья, всем привет! Большая Камбоджа, Александр на связи. Сегодня я вам засниму такой момент. У нас приехала бабушка из путешествия. Она ездила тут на 3 дня и привезла нам в угощение крабов. Ездила в другую провинцию. Ну, там по буддийские всякие там монастыри, в святыни. И привезла нам крабов. Сейчас я покажу, как мы этих крабов будем готовить. Так, вот такие крабы. Она их привезла в пакете. И вот мы их сейчас посадили вот в этот тазик. Белли, а сколько стоят крабы? 3 килограмма. Сколько? $25, да? Да. Получается, 1 килограмм стоит 8 $8. Это недорого. Недорого. Недорого, да. Недорого, да. Так вот. Мангровые, но они маленькие, на самом деле они вырастают большими. Это прям какие-то такие прям небольшие крабики. Ну. Вообще сам мангровый краб стоит дорого в этом. Если в Кэпе вы видели ролик, кстати, можете посмотреть ролик в Кэпе, город крабов, я вам рекомендую. Там эти крабы подороже, но они там и были большие. Это, конечно, какие-то мелкие все. Ну, попробуем сейчас. А я поехал, сейчас куплю бутылочку вина под крабиков. Так, тут что-то у нас... она еще купила ракушек. Вот эти ракушки. Сегодня это тоже делать? Готовить? Еще будут ракушки. Так, это наш сосед. Так, я сажусь вот на вот этот красный мотороллер и еду в магазин. Магазин-супермаркет совсем рядом. Называется Lucky. Кто живет в Камбодже, эти супермаркеты знают. Немножко покажу вам камбоджийские улицы у себя на районе. Сейчас, кстати, очень жарко. Я вот такую погоду сейчас вообще не люблю. Потому что днем до 36 именно в Пномпене. На побережье, там у Синауквиля, температура на порядок меньше, там где-то 29-30 максимум днем. Но здесь 36, совсем жарко. Вот сейчас вечером едешь на байке, класс. Хотя бы обдувает. А так кондер работает практически круглосуточно в доме. Вот сейчас буквально до супермаркета совсем рядом здесь. Одной рукой снимаю на телефон, одной рукой рулю, еще успеваю притормаживать. Ну, навыки набиты. Вот и супермаркет, смотрите, уже буквально приехал. Сколько? Минутка с небольшим. Паркуешься, и вот товарищ тебе дает такой билетик, чтобы никто мотоцикл не забрал случайно. Такой у нас супермаркет. Но мне нужно только вино, поэтому я пойду в вино. На самом деле, как бы такие недешевые супермаркеты именно для камбоджийцев самих. Ну, как бы многие здесь тоже как бы закупаются. Ну, сами по себе цены такие, потому что очень много, цены точнее, не дешево, потому что очень много импортных продуктов. Так, вот хочу взять какого-нибудь вина. Раньше тут было такое хорошее французское, сейчас вот я его не вижу. Вот, собственно говоря, вот весь и выбор вина, чтобы вы понимали.
французские, итальянские вина и австралийские еще. Вот, кстати, калифорнийское какое-то вино есть. Шираз он немножко жестковатый, вот шираз неохота брать. Со скидкой разные цены, вот 39, это 10 долларов стоит, нужно делить на 4000. Примерно такой курс сейчас. Это в местной валюте цены здесь указаны. Ну, я возьму вот это, Пино Нуар. Пино Нуар хорошее, легкое вино. Попробуй, ни разу не пробовал вот этого австралийского. Стоит где-то 12 долларов. Так. Рассчитываюсь. Кстати, можно рассчитываться всегда здесь в долларах. Все, купил бутылку вина за 12. Сейчас сажусь. Вот. Потерял я билетик. Так, it's okay. Что ты? Я ему всегда даю здесь 25 центов за парковку. Он даже всегда вот так мотоцикл ставит. Но у них, кстати, ребята, принято всегда за парковку, где бы ты ни припарковался, ну, давать какой-то чай. Потому что там тебя паркуют парковщики. Там, ну, 25 центов я даю. Скажем так, это налог за парковку, если вот так вот разобраться. Кто-то, наверное, может и не дает, но я всегда даю. Пару дней я тут не выкладывал ролики, но потому что ничего не приходило в голову. Настроения особого нет. Как все знаете, все в такой ситуации находятся. Не самой, скажем так, позитивной, но что сделать? Жизнь продолжается, поэтому нужно снимать, вам показывать камбоджийскую интересную жизнь изнутри. Оказывается, уже часть крабов отварили. Это вот часть отваренная. И вот часть-то вот это есть. Вот это все стоило 25 бакинских. Бакинских. Да, сейчас бакинский такой недешевый стал. Ну что сделать? Вкусный сейчас будет. Сейчас буду показывать, как будем кушать. Так, друзья, мы решили разместиться вот здесь, у соседей. Вот наши крабики. И сейчас все здесь вместе будем их кушать. У соседей в их семейном ресторане. Already cook? Ракушки, да? Так, ракушечку так сюда макаешь. И ты давай, ты. Ну как? Вкусно, да? Я такие ракушки первый раз в Китае попробовал. Ну, здесь их тоже любят. Так, беру вот эту ракушку. Макаю ее вот в этот соус. Так, макаю в соус ракушку. В Китае их делают чесноком. Они там повкуснее. Здесь просто они, короче, отварили. Вот в Китае, получается, они с соевым соусом, с чесноком и с острым перцем. У меня вообще бомбический. Здесь, ну, вкусный, ну, так. Так, могу сказать. Ну, это мое мнение. Что там такое? Вкусный краб? Да? Ну, в этих крабах, как бы, на самом деле, мало чего можно есть, но вот мышечная группа. Вот, допустим, в камчатском там фаланге, а в этом мышечная группа. Да давай ты ешь, я не хочу острый. Шнянь? Так. Да, давай, где бокальчик твой? Пино Нуар австралийский. Попробуем сегодня. Так это все, а где еще крабы? Что так мало? Там же их больше сварили.
Почему так мало? Всего 2 маленьких краба. Должны еще принести. Так, ну ладно, вот мы, да, давай, что комой. Вот так, ребята, живем. Слушайте, ребята, вот это пино нуар вообще классно. На самом деле, пино нуар это такое мягкое вино. Если вы сорт знаете, везде продается там. Не знаю, последний раз я в Оке в супермаркете видел. Там, кстати, даже недорого. Французский пино нуар стоил в Оке это 500 рублей. Ну, по тем деньгам, по старым, скажем так, это было где-то $9. Или не 9, 8. О, вот еще тут нам принесли крабиков. Ну все, нам приятного аппетита. Свежайших крабов привезла бабушка наша. Вот у него, я вам еще раз покажу, вот тут вот мышечная группа. Так его открываешь. Кстати, вот я только недавно панцирь сменил, очень легко снимается. И эту мышечную группу вот очищаешь от жабр. Вот эти жабры, жабры эти не нужно кушать. Вот эти жабры убираешь. Их убираешь. И вот здесь вот это крабовое мясо вот здесь. Вот оно, крабовое мясо, а жабры нужно обязательно убрать. Все, я убрал, получается, жабры. Все убрал. И вот на сама эта крабовая группа я макаю вот в этот соус. И, ребята, я про соус обещал вам сделать 100 раз уже видео. Я обязательно сделаю видео, как делать такой соус. Как делать такой, обязательно сделаю. И все, вот. Он только панцирь поменял, дядя. Сочный. Но по факту я много соус макнул, соус все перебил. Тут перец компотский, еще острый перец. Вкусный. Ну, такие вкусные крабы. Вот так. Так, ребята, я не отказался от своей идеи. Вот они, ракушки. Соевый соус. Чеснок и острый перец. Сейчас они чуть-чуть постоят. Моя жена мне сказала, что мы так типа тут не едим. Я говорю, а вы так просто тут так не пробовали. Это в Китае так делается. Сейчас попробуем, что получится. Попробуй, пробуй. Трай, ид. Попробуй, ид. Давай. Пу, давай пу. Пу трай, давай. Ну давай. Чнянда? Я тебе сказал, что это вкусно. Это нереально вкусно. Ну что ты? Она мне еще не поверила, блин. Вот. Это бестовое. Это китайское блюдо. Я им привез. Смотрите, ребята, научил их рецепту. Наконец-то, блин. Ну что? Что? Ну правильно? Ну правильно я сказал? Ну что вы, блядь, это? Мы, говорит, вот так не едим. Мы едим вот так. А так мы не будем есть. Я говорю, ребята, ну вкусно, правильно? Вкусно? Да, очень. Соседи тут подошли. Все, винишко мы тут допили. Все, мой. Главное, я рад, что вот им понравился вот этот китайский стиль, который я им предложил, но это намного вкуснее, чем вот это пресные ракушки. А вот это в китайском варианте острый перец, соевый соус. Вкусно, да? Чнянь, да. Чнянь, так по-камбоджийски вкусно, ребята. Вкусно. Чнянь. Вот видите, как научил. Это знаете, как называется? Это называется культурный обмен. Когда происходит культурный обмен, когда люди общаются, они получают что-то новое, какую-то новую информацию. Всегда должен быть культурный обмен между разными народами. Это самое главное. Ребята, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, оставьте свой комментарий. Надеюсь, было интересно. Всем удачи, пока. Все будет хорошо.